Приветствую зрителей и подписчики моего канала. Сегодня я принимаю эстафету от Александра с канала Моделист 762 и записываю свой видеоответ на карантин челлендж. В этом видео я покажу свое рабочее место, а также покажу, как у меня организовано хранение инструмента, красок и моделей. Также в конце я передам эстафету следующим участникам, так что не переключайтесь, будет интересно. И начну я с общего плана на свое рабочее место. Вот такой общий вид. Ну а теперь предлагаю рассмотреть более детально каждую зону. Итак, наверху у меня располагаются хранящие запасы. Я так думаю, что на год, два, а то и 3 плодотворной работы хватит. Здесь у меня немного упаковочного материала. Собственно, когда отправляю какие-то посылки с моделями, чтобы они доезжали в целости и сохранности. Ну и также там кое-какие материалы для диорам. Полкой ниже располагаются журналы по вертолету. Также немного выпусков М-Хобби за прошлый год, 2019. Наборы с красками, инструменты от Win Models, там держатели, стапели для БТТ, 72 масштаб, немного звезды. Постараюсь в этом году все это, скажем так, собрать, построить, показать. Королевский тигр. Давно достаточно собирал, запылился, нужно будет почистить старые запасы Тами, лежат повыше, так как ими сейчас практически никогда не пользуюсь. Маленький White Cube для фотографирования, поворотный стол, микрофон, который до сих пор не могу освоить, тут не получается с настройками. Здесь у меня влажная палитра, кое-какие заготовки для видео, вундервафля от Model Collector потом, которую хочется собрать, но все никак времени найдется. Очень надеюсь, что в этом году тоже соберу. Ну, как обычно, планы всегда меняются. Здесь у меня идут органайзеры под различную мелочевку. Сейчас доставать не буду, так как неудобно. По сути, там обрезки от моделей старых, какие-то запчасти от танков, фигурок и прочее. Здесь у меня идет разделение там советские, немецкие, 72 масштаб и прочие масштабы по мелочи. Здесь тоже что-то из обрезков старых моделей. Пару моделей от звезды, 72 сотый масштаб. Там у меня оружие в 6 масштабе. Когда-нибудь тоже доберусь, сделаю. Коробки от аэрографов, записные книжки, паяльник, старый китайский аэрограф No Name Soli. Немножко зажимов здесь хранится. Салфетки запасные, влажные салфетки, большой дремель для работ, кисточки, так сказать, запас, который я не использую каждый день, но здесь лежат. Когда закончатся те, которыми я пользуюсь, буду доставать потихонечку отсюда. Ну и здесь у меня выставка моих работ, так скажем. Все, что не уехало к новым владельцам, все, что осталось у меня, располагается здесь. Сверху в основном фигурки и мелкие масштабы, снизу диорамы, ну и все остальное, все, что влезло. Ну и из последнего как раз стоит 34-ка и Газ-Тигр. Давайте спустимся пониже. И, наверное, начнем тоже с левого угла для начала. Здесь, соответственно, идет органайзер с красками акрилик. Тут же располагаются кисточки под роспись миниатюр. Раз, два, 3, 4, 5, 2 кисточки, это у меня под смывку. И кисточки под прорисовку различные мелочевки. Здесь в органайзере у меня лежат проливки от Цитадель, жидкое стекло, жидкая шпаклевка, также смывки от Тами, Markfit для декалей, масло для смазывания аэрографа, маскировочный пластилин, клей, Pacific, Tamiya и Mr. Hobby, также Revel, и ванночка для декалей. Здесь у меня на столе сразу стоит вертушка, журнальная серия, которая собирается. Ну, собственно, уже остался одна посылка и 3 выпуска. Скоро, думаю, закончу. Банка для промывки аэрографа, 3 моих основных аэрографа, которые периодически используются, соответственно, Inket, Ninja, Katana и реже сейчас используется джазовский.
старые банки с томиевскими разбавителями. Сверху, соответственно, ряд идет тоже эмали от Тами, который я уже не помню, как с ней распользовал. Черная глянцевая от Мистер Ковр с разбавителем. Древнючий грунт АТК лежит. Изопропиловый спирт, разбавители, краски. Ну, тут в основном разбавители и грунты сверху стоят. Соответственно, левый органайзер это Art Color, правый органайзер это краски Aero. Тут у меня разложены коврики. Кто из вас помнит этот синий коврик? Если тут те, кто смотрит канал достаточно давно, ну, в общем-то, напишите об этом в комментариях, если узнали. Так, двигаемся дальше. Опять же, основная рабочая зона. И сейчас у меня стоит два монитора, поскольку теперь это мое рабочее место, так как работаю по удаленке. Второй монитор притащил с работы, поэтому я здесь моделирую и работаю обычную работу. Здесь у меня экспериментально сделана вытяжка. Экспериментальная, потому что еще она не до конца доделана и не до конца проверена. Но какой-то оплыв от краски она уже забирает. По столу разлетается меньше. Ну, как я сказал, вот здесь в углу у меня стоит второй монитор для удобства работы. Раньше там у меня стояли органайзеры, в том числе вот этот и вот те два. Далее у меня здесь мои два основные помощники. Видеокамера, на которой снимаются все ролики, и фотоаппарат, на который я делаю фотосъемку сейчас. Ну и блокнот, в котором там идеи, планы записаны и прочее подобное. Здесь у меня еще три органайзера от WinModels. Органайзер с хранением салфетки. Здесь различные мусоры, не знаю, пока лежит. Пробки, шпажки. Здесь у меня хранятся запчасти от аэрографа, ёршики, инструмент для аэрографа, старые обрезки декалей, паяльная паста и припой. Тут палетки импровизированные и просто палетки. Здесь безворсовые палочки и также для смешивания красок. Здесь блютак и пара масел от Wilder. Здесь у меня располагаются цветные лаки от Tamiya. Здесь, соответственно, коричневый, желтый, ну и прочие цвета масла от Wilder. И здесь в основном зеленые, зелено-оливковые, серые цвета масла. Тут у меня ватные палочки, еще безворсовые салфетки, также зажигалка, спички. В этом отсеке у меня зубочистки, суперклей и лезвия запасные для ножей. Зона с хранением пинцетов, как видите, у меня их много, каждый под свои задачи, постоянно пользуюсь разными. Так, здесь у меня кисточки в основном для лазеринга, отвертки, шпатели и набор бит для дремеля. Здесь у меня в основном клеи, суперклей, ПВА и активатор суперклея и обезжириватель. Здесь плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, бокорезы, ну и кусачки для пластика основные, которые сейчас использую. Здесь сверху, соответственно, располагаются цанговые ножи, пилки, скрайберы, гнулка для фототравления. Здесь сверла, поклевка, мини-сверлилка, но сейчас у нее вставлена шило. Здесь у меня органайзер для мелочевки из Фикс Прайса. Достаточно четко вошли здесь, но я еще их не заполнял толком, так как недавно поставил. Здесь в основном пока что лежат различные аксессуары для дремеля, шкурить, шлифовать, отрезные диски, ну и запчасти, там инструменты, штанги. Здесь, по-моему, пусто. Здесь у меня изначально зона подразумевалась как фотозона, но что-то пошло не так. Сейчас здесь у меня лежат текущие проекты, планы на будущее и какие-то запчасти недоделанные. Здесь сохнет, соответственно, джип Willys, я его полуглянцевым лаком задул. Видео, кстати, скоро тоже, наверное, выйдет на канале, как только закончу все работы. Так, ну давайте перейдем к полкам, точнее к ящикам. В первом ящике здесь у меня располагаются
миниатюры, подставки, держатели для миниатюр. В основном здесь у меня миниатюры из смолы. Пластик тут разве что вот водитель от Тами. И все. Остальное все тут смоляные. А, также там магниты у меня лежат. Здесь у меня дополнение. Это тарановские, всякие кирпичи, плиты и прочее подобное. Здесь плакаты. Немножко фриловских траков. Тросы от Элрики с коушами. Набор сухих декалей. Это Победа и Wilder. Большие запасы. Это здесь у меня также хранится еще набор с фототравлением, дополнения и какие-то дополнения еще были из смолы и пластик. Вот, например, менговские бутылки. Так, ниже ящик с абразивами, пилки, надфили, бруски, паста Гоя, шлифовальные губки, полировальная паста и наждачка листовая здесь у меня лежит. Ну и тут же также записался смеситель для красок. Ну, в самом нижнем ящике в основном хлам лежит от обустройства стола. В общем-то все сюда сваливаю, пока тут можно сказать как помойка небольшая. Так, вот такие вот пластиковые органайзеры. Здесь у меня, соответственно, блок. Два отдела с различными присыпками. Здесь для диорам камушки, пробка крашеная, технический лен, кора, гипс. Уровнем ниже здесь идет листовой пластик. Здесь фольга, деревяшки различные. Ниже обрезки литников. Прозрачная пленка для имитации стекол. Сам нижний ящик не буду открывать, он очень сложно открывается, но там по сути у меня лежит проволока различных диаметров под все нужды. Снизу у меня также тут просто под руками мусорное ведро. Там какие-то коробки с материалами, которые я крайне редко использую. И также здесь у меня проект с радиоуправляемой машинкой, тоже Jeep Willys. Ну, все никак руки до него не дадут. Нужно его тоже как-нибудь реанимировать. Ну, соответственно, здесь системник. Так, двигаемся дальше. Здесь у меня находится компрессор. Нужно достаю шланг, нужно, он здесь убирается. И, соответственно, по машинке мини-дремель. Очень удобный в работе. Постоянно его использую. Ручную мини-дрель практически перестал использовать после покупки данной машинки. Тоже здесь под хранением организован. По необходимости здесь еще закрывается вот это все такой вот пеноплексом, чтобы меньше шумело. Так, что у нас в этих ящиках? Сейчас посмотрим. Здесь средства защиты, соответственно, перчатки, маска, очки, глаза, инфракрасная лампа и клей соответствующий, пипетки, различные пакеты, ложки для тестовых выкрасов, лезвие для канцелярских ножей, круговой нож, пластырь, если вдруг запчасти от пальцев летят в стороны, зеленка, эпоксилин, миллипут, всякие предметы, инструменты для лепки, тут карандаши, маркеры, ручки. Так, ящиком ниже химия Pacific, краска серии Aero, то что не влезло, стеллаж, тут акрилик немножко, здесь краски большой емкости, ну, которые у меня не влезают никуда, и здесь эффекты от Pacific тоже. Пустые баночки, пустые крышки, ну и, соответственно, малярная лента и плюс фольгированная лента. В ящике ниже, соответственно, располагаются пигменты химия от Wilder в основном, плюс немножко пигментов от Model Collect, от Zip, там текстурная паста еще от Zip. Самый нижний, большой ящик, здесь в основном материалы для диорам, какие-то инструменты, тут же листовая бальза у меня располагается, всякие приблуды от Green Stuff, степлеры, там еще что-то было, моделирующий гель, текстурная паста, клей, спрей, синтепон, кирпичи, листочки, кустики, песок у меня, стружка и прочее подобное, все, что нужно для диорам.
Ну, еще из интересного лампа. Это бестеневая светодиодная лампа, имеет 4 режима подсветки. Крайне удобно в работе. Также имеется дополнительный свет. Это обычно ночью я его использую, когда монтирую ролики, ну, чтобы не мешать никому. Вот такое рабочее место моделиста я себе обустроил. Место постоянно модернизируется, так что через полгода, через год здесь уже многое может поменяться местами. И если что-то вдруг будет сильно интересно, то я сниму про это отдельный ролик. Ну а теперь пришло время передать эстафету дальше. Я попробую расширить географию нашего челленджа и передам эстафету нашим зарубежным коллегам-моделистам. Это Эван с канала Panzermaster 36, Скотт с канала Malsolder и Мартин с канала Night Shift. Думаю, многие из вас эти каналы знают, но в любом случае ссылки на их каналы я оставлю в описании под этим видео. Также попробую разместить их на экране. Берегите себя и до встречи в новом видео. Пока!